Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, и сегодня будем собирать двухъярусный свадебный торт. Обсудим важные правила в сборке многоярусных тортов, которые применяем как для небольшого тортика, так и для тяжелых многоярусных тортов. После просмотра этого видео вы сможете работать с многоярусными тортами, не боясь этого. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, а мы начинаем. Первое, о чем хотим рассказать, это подложка. Она обязательно должна быть плотной. Мы покупаем в кондитерских магазинах уже готовые подложки для ярусных тортов. Они плотные, а по центру уже проделанное отверстие с креплением под центральную ось. Использовать обычные подложки без крепления нельзя. Важно обязательное присутствие данной ступеньки. Такую подложку мы используем для двух- и трехярусных тортов весом до 10 кг. И ее толщина около 9 мм. Если в магазинах вашего города нет возможности купить такую подложку, можете сделать самостоятельно из пеноплекса. Они являются прекрасной альтернативой современным вариантам. Ссылку на то, как сделать такую подложку самостоятельно из пеноплекса, оставим в описании под видео, а также она сейчас видна в правой части экрана. В любом ярусном торте обязательно должна присутствовать центральная ось. Проходит ось через весь торт и подложку насквозь. И нужна она для того, чтобы обеспечить безопасное нахождение ярусов четко друг под другом. В случае резкого торможения при доставке и в других непредвиденных ситуациях все ярусы останутся на месте, а не посъезжают один за одним. Мы используем деревянную ось. Она должна быть диаметром равный диаметру отверстия в подложке. У нас это 1 см. Продается она в длинном состоянии. Подрезаем ее перед сборкой торта, а высота оси должна быть равная высоте всех ярусов и подложки минус примерно 7 см. То есть, если суммарная высота первого и второго яруса вместе с подложкой у нас 28 см, нужно отнять примерно 7 см. Получается, ось нам нужно было отрезать 21 см. Отнимаем 7 для того, чтобы ось вошла в верхний ярус только наполовину. Такая же методика расчета высоты оси будет и для других тортов, имеющих большее количество ярусов. Мы знали высоту, которая получится у каждого яруса нашего торта, поэтому смело отрезали нужный нам размер. Если вы не знаете, прикиньте приблизительно, а лишнее потом уберете на самом торте. Отрезаем ось ножом-пилкой, вставляем ось в отверстие сразу еще до сборки торта. Оно тут заходит очень туго, и иногда нужно даже забивать чем-то тяжелым, чтобы ось вошла до упора. Достать ее из подложки уже будет почти нереально, что обеспечит надежное крепление торта и безопасность при транспортировке. Любую поверхность, прикасающуюся к торту, очищаем спиртом или водкой. Теперь можно приступать к сборке. К начинкам применяем такие же правила, как и для одноярусных тортов. Бисквит выпекаем заранее, нужно дать ему отлежаться в пленке в холодильнике минимум 6 часов. За это время он дозревает, улучшается его структура, легче разрезается, не крошится так сильно и пропитка лучше впитывается, не вытекает в итоге. Конфи, ганаши и другое используемое вами наполнение, требующее стабилизации, также готовим заранее. В торт кладем уже стабилизированный продукт. Использование стабильной отработанной начинки в ярусном торте – это одно из главных правил успеха. На нашем сайте sestrykeks.com можно приобрести отработанные нами самые популярные начинки среди наших заказов, которые идеально подходят для ярусных тортов. Вы получите не просто рецепт, а подробнейшие видеоуроки с памятками и перерасчетом рецептуры сразу на множество диаметров, а также несколько кремов для выравнивания, временные интервалы приготовления и множество других нюансов в работе. У нас прошли обучение уже огромное количество учеников и с прекрасными результатами. Ссылка на сайт видна в правом углу экрана и также будет в описании под видео. Сборку торта мы осуществляем накануне вечером. На подложку обязательно нужно нанести немного крема, чтобы обеспечить сцепление с бисквитом. Первый бисквит нужно расположить идеально ровно на подложке. Для того, чтобы это сделать, многие пользуются линейкой и четко отмеряют расположение бисквита от края подложки до центра. Чтобы сделать это максимально быстро, под каждый диаметр у нас имеются подложки с уже проделанным отверстием по центру. Прикладываем подложку того же диаметра к бисквиту и делаем дырочку в бисквите, в которую потом будет входить ось. Так отверстие будет располагаться четко по центру. Соответственно, и бисквит на подложке будет располагаться так, как нам необходимо. Обязательно пропитываем. Собираем торт в обычной последовательности, как и одноярусные тортики. На каждый ярус стараемся накладывать одинаковое количество
крема. Иногда мы данный процесс делаем на весах. Крем лучше накладывать из кондитерского мешка, а потом разравнивать шпателем. Если имеются начинки, для них обязательно делаем плотные бортики. Исключением являются стабильные ганаши, которые не будут требовать бортика. У нас первый ярус будет сникерс, выкладываем карамель, а сверху насаживаем второй бисквит. Также пропитываем его и собираем торт далее. Обязательно собрать торт ровным. Если такой способ сборки для новичка будет непростым и торт может немного коситься на бок, можете собирать его сразу в разъемном кольце. В обычных тортиках мы используем 4 бисквита, но сейчас нам нужно сделать более высокий, стройный торт, поэтому увеличили количество бисквитов до 5. Последний бисквит также пропитываем и немного обмазываем поверхности торта кремом. Сверху закручиваем пленкой или ацетатной лентой. Дополнительно укрепляем кольцом и ставим торт на стабилизацию в холодильник минимум на 6-8 часов. А высота данного яруса после выравнивания выйдет около 14 сантиметров. Во втором ярусе у нас будет красный бархат с вишней. Процесс сборки, к сожалению, не засняли. Мы его собрали просто на ровной поверхности, укрыли пленкой, закрепили кольцом и также отправили в холодильник на стабилизацию минимум на 6 часов. Утром снимаем кольцо и пленку с нижнего яруса и будем устанавливать опорные палочки и подложку, которая обязательно должна находиться между ярусами. Таким образом, вес верхнего яруса не давит на внутренности торта снизу, а вся тяжесть уходит именно на опоры и подложки. Это обязательное условие в сборке ярусного торта. Между ярусами мы всегда используем вот такие подложки из фанеры или ламинированного ДВП толщиной около 3 мм. Их мы заказываем нужного нам размера с уже проделанным отверстием под центральную ось в торте. Также их можно приобрести в кондитерских магазинах. Чуть позже покажем, как и куда крепить данную подложку. А что касается опор, сейчас будем использовать деревянные палочки. На нижний ярус, так как торт маленький, используем всего 4 опоры, и они должны быть все одинаковой высоты. Подставляем к поверхности и отмечаем место окончания торта. Лишнее убираем потом пилкой. Чтобы не пилить полностью, мы это делаем лишь по окружности, а затем прибегаем к кусачкам. Перед тем, как вставлять в торт, также обязательно протираем опоры спиртом или водкой. Вставляем равномерно палочки в торт, при этом сверху можно насадить подложку, на которой будет стоять верхний тортик, чтобы убедиться, что опоры не выходят за ее пределы, а находятся внутри окружности верхней подложки. Кстати, у нас на канале есть видео развалившегося свадебного торта, и одной из причин, которая могла произойти, это то, что где-то опора выходила за пределы подложки, и торт начал заваливаться при транспортировке. Поэтому очень важно правильно установить опоры, но вы уже это будете знать, а ссылку на видео развалившегося торта дадим также в описании под данным роликом. Проверяем, как стали опоры. Они должны быть вровень с верхним бисквитом, и идеально, чтобы они были все одной высоты и не выходили за пределы бисквита. Но так как сверху у нас еще будет крем, можно, чтобы опорные палочки выходили за пределы верхнего бисквита лишь на 1 мм, но не больше. Две опоры, как видите, выходят достаточно сильно, их нужно еще немного укоротить. Достали щипцами, обрезали и опять вставили в торт. Вот теперь видим хорошую высоту опор. Далее сверху нужно установить второй ярус. Он у нас был собран на отдельной ровной поверхности, и сейчас его нужно приклеить к подложке с отверстием, которое установим потом на нижний ярус. Обязательно промазываем кремом, приклеиваем подложку к нижней части тортика. Размер данной подложки должен быть вровень с бисквитом, либо немного больше. Также промазываем кремом поверхность нижнего тортика, чтобы было хорошее сцепление. Разравниваем его шпателем и насаживаем сверху ярус. Обратите сейчас внимание на высоту центральной оси и высоту верхнего яруса. Ось входит в него примерно наполовину. Установили, немного придавливаем сверху и снимаем кольцо с пленкой. Теперь приступаем к выравниванию. Наносим сразу тонкий слой, чтобы собрать все крошки. Удобно это делать из кондитерского мешка. Сейчас используем классический крем-чиз на масле. Также в ярусных тортах часто используем ганаш и другие крема. Ссылки на приготовление всех видов кремов, которые мы применяем, также оставим в описании под видео. Сейчас мы выравниваем таким способом, но также можно было бы и выровнять каждый ярус отдельно и уже потом, после выравнивания, собрать всю конструкцию. Но решили сейчас показать и такой метод. Теперь отправим в холодильник для застывания примерно на 20 минут. В это время крем, который остался, в холодильник класть не нужно. Можно укрыть только пленкой, чтобы не заветрился. После достали торт из холодильника, нанесли еще один слой
крема потолще и опять выравниваем таким же образом. Если крем нужно выбелить, делаем это на данном этапе. Пару ложек крема закрашиваем белым порошкообразным красителем, пробиваем блендером, хорошо перетираем лопаткой и уже потом соединяем с основной массой крема. Пробивать блендером весь объем крема чиз не рекомендуем, так как нарушается его структура, и были случаи, что после таких манипуляций крем не застывал в холодильнике, поэтому пробиваем лишь часть. Край торта не выравниваем, так как такой неровный бортик нужен в декоре. После выравнивания отправляем в холодильник примерно на полчаса для охлаждения крема. Также в декоре нам нужно сделать нежно-розовые мазки. Немного крема окрасили обычным гелевым красителем и теперь наносим на поверхность мастихином аккуратными движениями. Очищаем поверхность подложки, отправляем торт опять на охлаждение перед декором, и можно будет приступать к декорированию рисовыми парусами. Они, конечно, у нас уже готовы к данному моменту, но немного покажем, как мы их делали. Используем обычную рисовую бумагу, которую можно приобрести в любом гипермаркете в отделе «Все для суши». Она сразу хрупкая и плотная, но после намокания можно будет сформировать из нее нужный нам элемент. Воду при необходимости можно окрасить водорастворимым красителем. Опускаем лист рисовой бумаги в воду и укладываем на мягкий силиконовый коврик. Немного ждем, пока лист станет мягким, и начинаем формировать нужную нам форму. Далее прищепками закрепляем, чтобы получилась волнистость. Кладем на противень и убираем в духовку на режим конвекции. И сушим так около часа при 50-60 градусов. До конца не высушиваем, оставляем слегка мягкими паруса, чтобы можно было еще вставить флористическую проволоку. Она необходима для надежной фиксации паруса к торту. Вставляем еще мягкие места и отправляем опять досушиваться. У нас на канале есть отдельное видео по созданию таких парусов. Там мы проволоку крепили на начальном этапе еще до момента сушки, а ссылка на видео будет в описании. Хорошо высохший парус промазываем немного шоколадной глазурью и крепим на охлажденный торт так, чтобы проволока вошла в крем. Таким образом крепим все паруса. И дополнительно вставили еще акриловый топпер с инициалами. Также нужны бусинки в декоре. Закрепляем их на растопленную шоколадную глазурь. И вот такой торт весом 4 кг вышел. Размеры торта и его вес укажем также в описании. Перед доставкой обязательно охлаждаем торт минимум 2 часа, после чего упаковываем вот в такие коробочки и доставляем в багажнике с включенным кондиционером. Если у вас нет кондиционера, можно купить пеноплекс и смастерить вот такой бокс с чем-то холодным внутри, например, бутылками со льдом. Вот такой технологией мы собираем все наши тортики и очень надеемся, что и вы теперь без страха сможете сделать многоярусный торт. Также в описании под видео оставим ссылки на подробное видео по сборкам других наших ярусных тортов. А вы не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал. А также у нас совсем недавно была подключена поддержка нашему каналу, и став спонсором, вы символически благодарите нас за проделанный труд и советы. А мы в свою очередь даем вам бонус приоритетного ответа на ваши вопросы в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.